корни у Ванды как ветки. Они очень грубые и очень жесткие. Так что вот так я ее помещу. Но сначала... Рано ты пришел. Подожди. Это Ванда. Группа поддержки на месте. Очень близко. Ты мне здесь мешать будешь. Здравствуйте, друзья! Я вам давно не рассказывала о орхидее Ванда. После того, как она упала с подоконника и разбилась ваза, в которой она находилась, ссылку на это видео оставлю в правом верхнем углу экрана, а все видео о росте и жизни орхидеи Ванда находятся в плейлисте, ссылку тоже оставлю в правом верхнем углу экрана. Я все время придумывала, куда бы ее поместить. Как бы организовать жизнь Ванды так, чтобы и ей было комфортно, и мне было удобно. Вазу почему-то мне больше не захотелось покупать, но не очень мне понравилось, как там растет орхидея. И знаете почему? Потому что корни, вот как в керамзите, как и в коре, вот бывает идеально растут корни вниз, Ванда так делать не хочет. У нее корни начали расти вот так в разные стороны. Поэтому ваза никак меня не устраивала. Я придумывала и решила купить вот такую подвесную корзинку. Металлическую. Конечно, очень удобно содержать Ванду в деревянной такой корзине. Но у нас в продаже я таких ящичков или корзинок не нашла. Делать, честно говоря, не захотелось. Поэтому купила вот такую металлическую. Но вот эти огромные отверстия, которые в металлической корзине, они большие. Она никак не предназначена для посадки Ванды. Но обычно в такие корзинки сажают петунии. Очень удобно, очень красиво. Потому что вместе с этой корзинкой продается вот такая кокосница. Так, не отдельно, а это как бы комплект. Вот такая кокосовая вставка. И меня долго смущала эта кокосовая вставка. То есть сажать ли в нее Ванду или переплести всю корзинку для того, чтобы помещалась кора туда. Ну, в общем, все мои вот эти размышления привели к тому, что я решила оставить эту вставку на месте. Кокосовое волокно не впитывает много влаги. Вот на примере, так как у меня посажена орхидея ваниль, и пересадку я скоро вам покажу этой ванили, вот, держатель тоже обвит вот этим кокосовым волокном. И когда я опрыскивала этот держатель, вода прямо стекала с него. Поэтому я решила, что посадку я сделаю вот с этой кокосницей. А еще она... Все, мы же не играемся. Ну, с нее, правда, мусора много летит. Но еще она прозрачная, как бы прозрачная. У нее много отверстий. Ну, в общем, мне через это кокосовое волокно, вот здесь видно и стол, и руку. Я думаю, что корни, если им нужно будет, они найдут лазейку и пройдут через это кокосовое волокно и прорастут. Ведь, в принципе, все ванды растут в подвешенном состоянии, и корни все свисают. Но чтобы часто не поливать, во-первых, удержать грунт, во-вторых, ну, все-таки чуть придержать влагу в грунте, я оставляю эту кокосницу. Ну, а теперь о самой Ванде.
Сюма, пожалуйста, не трогай. Или иди вот на тот край стола. Это не твоя игрушка. До этого момента Ванда находилась вот в таком ящичке с большим количеством отверстий. У нее всего сейчас 2 корня. Вот один корешок, видите, прошел сквозь отверстия, но отверстия большие, поэтому все это сделать корням легко. Сейчас я его достану. И вот что я заметила, почему я хочу в кокосницу переместить. В корзинке было совсем небольшое количество коры. И вот эти корни находились в коре. Я не доставала Ванду из корзинки, а просто опрыскивала. Те корни, которые находились сверху, видите, они все закуклились, а эти чудесно растут. Поэтому я решила, ну, правда, посередине не получится. И даже если сейчас опустить корни Ванды в воду, они не станут, как у фаленопсиса, более эластичные. Корни у Ванды, как ветки. Они очень грубые и очень жесткие. Так что вот так я ее помещу. Но сначала я положу небольшое количество очень крупной коры. Прямо очень крупной. Чтобы мне удобно было поставить корни Ванды. И прикрывать тоже буду этой большой корой. Сначала очень крупной. То есть я заполняю пустые полости этой корой. Коры нужно очень много. Боюсь, что у меня ее не хватит, но, по крайней мере, буду знать, сколько не хватает коры. Пока делаю так, а если коры действительно не хватит, ну, куплю еще. Вот на эти корни, растущие, которые были здесь, кора помельче. Вот из этой корзинки, в которой она и росла. Ну, не могу сказать, что росла, но просто находилась. Мы же помним, что у Ванды всегда корни находятся в открытом состоянии, и ей очень нужно, чтобы все время было проветривание. Вот крупная кора, я думаю, что для Ванды будет в самый раз. Здесь помельче, чтобы не повредить растущие корни. Так вот, Ванда уже держится. Вот пока так все и оставлю. Попадется хорошая крупная кора в продаже, я куплю и досыплю, чтобы закрыть вот эту часть, там, где корни находятся. Так же, как у всех орхидей, основание шеи орхидеи и Ванды тоже должна быть открыта. Должно быть свободное проникновение воздуха. Как же поливать Ванду в такой корзинке? А вот мы сейчас с вами и посмотрим, что придумать для полива. Сейчас я это все уберу. Покажу вам 2 варианта, каких я придумала, но еще не пробовала. Сумочка. Ричечка. А Юлечка спит. Так, на первых порах
нужно положить так кору, чтобы ванда держалась ровно. Хоть и не по центру горшка, но хотя бы ровно. Конечно, в поливе ничего нового я не придумала. Просто нужно подобрать было емкость, в какую удобно было бы ставить ванду. Вот эта емкость, сразу скажу, немного маленькая. Но у меня есть белое ведро, в которое я наливаю воду для полива. Вот, наверное, туда она поместится идеально. Просто наливать воду. Дать постоять час-два, чтобы и кора немножко напиталась, и корни тоже впитали в себя влагу. Сначала даю стечь всей воде, потом подвешиваю, и так на неделю. Поливать ванду нужно раз в неделю, но это если она с открытыми корнями. А если будет кора, может быть, это будет реже. Посмотрю и вам расскажу. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.